Привет всем! Для сегодняшней самоделки мне понадобится немного 200 гвоздей, но для начала профильную трубу 20 на 20 размечу на 3 равных отрезка по 50 мм и 2 отрезка примерно по 130 мм. На 3 отрезках посередине маркером отмечу места сверления. Накерняю, смазываю и сверлю небольшие отверстия диаметром примерно 6-7 мм. Далее черчу линии отреза и отпиливаю все заготовки. С помощью напильника зачищаю внутренности, чтобы вот это стало вот таким. Шлифовальным кругом выравниваю края. С помощью сварки соединяю заготовки между собой. 2 длинных с 2 маленькими. А для третьей мне понадобится полоса на 20, длиной примерно 40 см. Отмечаю линии отреза с одной и с другой стороны. Вот что получается. Придаю заготовке более округлые формы, без острых углов. Стачиваю фаску и привариваю к третьей маленькой заготовке, используя сварочные магниты. Далее мне понадобится полоса на 20 длиной 90 см. Отпиливаю. Также мне понадобится трубогиб, видео об изготовлении которого вы можете посмотреть у меня на канале, перейдя по ссылке в описании или в конце видео. Креплю его к столу стамесками, передвигаю ролики для получения более крутого изгиба и загибаю полосу в кольцо. Отрезаю один конец в месте соединения, прижимаю, свариваю концы вместе и зачищаю сварные швы. Укладываю полученное кольцо и заготовку из профильной трубы на одной плоскости и свариваю их вместе. Мне еще понадобится полоса на 20, только в этот раз размечаю ее так, чтобы в итоге получился квадрат 40 на 40 сантиметров. Надпиливаю линии отреза, для того, чтобы можно было согнуть в прямой угол. Загибаю все под прямым углом. Эту фанеру я использую как ровную плоскость при сваривании различных деталей. Укладываю заготовку на нее и прижимаю стамесками. Для начала свариваю шов, еще раз выравниваю все углы под 90 градусов и также провариваю их. С двух противоположных сторон делаю отметки белым маркером по 2 сантиметра. Посередине укладываю небольшой электрод и приступаю к укладке и привариванию гвоздей. Электрод нужен для укладывания на него острого угла гвоздя, для того чтобы гвоздь из-за своей шляпки лежал ровно относительно плоскости стола. После сваривания всей решетки также укладываю гвоздь посередине и провариваю для лучшей жесткости. Привариваю к ней заготовку из профильной трубы, которую в дальнейшем я немножко укорочу, так как ее длина окажется слишком велика. Теперь дело за круглой заготовкой. Также укладываю на ней гвозди, размечаю, отпиливаю и свариваю между собой. Небольшой болт нужного диаметра с гайкой я вставляю в отверстие и привариваю, так чтобы болт оставался подвижным. Из тех же 200 гвоздей я сделал 3 отрезка с закругленными краями, примерно по 60 мм, и приварил их к шляпкам болтов. Теперь мне понадобится колесный диск от Зила, Урала или КамАЗа, точно не знаю, но который моя вторая половинка успешно использовала вместо клумбы. Очищаю его от старой краски и ржавчины при помощи болгарки с металлической щеткой.
Далее мне нужно заварить у него центральное и боковые отверстия. Для этого сначала из бумаги, а потом из металлических листов вырезаю заглушки и привариваю их. Отверстия под болты крепления я оставляю нетронутыми. С одного края я привариваю металлический прут на 15, длиной 40 см, а с противоположного 10 см. При помощи растворителя очищаю все изделия от грязи, жира и остатков ржавчины, заодно обезжиривая их перед покраской. А вот и тот кусочек, который пришлось укоротить. Привариваю его на место и окрашиваю решетки термостойкой краской черного цвета. На ближайшем хозяйственном рынке прикупил немного кованых изделий из металла, которые приварил к диску. Вот такая чаша для костра с решетками и подвесами у меня получилась. Устанавливаю решетку для барбекю, которая также может служить опорой для металлической посуды во время приготовления. Небольшую круглую решетку для сковороды или котелка и зацеп для чайника. Все они свободно перемещаются, не задевая друг друга, и регулируются по высоте. Изготовитель термокраски рекомендует обжечь покрытие в специальной печи или при помощи паяльной лампы. В моем распоряжении есть только лампа. Ну что, пришло время что-нибудь приготовить. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Всем спасибо за просмотр, ну а нам приятного аппетита!